Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Ну что, мы видим 3 дня роста уже на крипторынке. Несмотря на то, что у нас США вступила тоже в новый военный конфликт. Может быть такое, что у нас будет Третья мировая война. Но за это, конечно же, не хочется даже думать. Но рынок неплохо удержался на фоне этих новостей. Несмотря только на DXY. Видно то, что биток растет. Альткоины тоже потихоньку растут. На фоне этих всех негативных событий у нас здесь DXY начинает закрепляться. Я думаю, что на данный момент у нас еще полностью крипторынок не отыграл относительно самого нисходящего движения DXY. Мы на данный момент находимся глобально в нисходящем канале. И в принципе что? Будем ожидать. Будем ожидать. Здесь пока никаких намеков нету на разворот DXY вверх. Будем с вами ожидать то, что здесь будет закреп DXY в этом вот диапазоне, в этом вот квадрате, блоке, который мы с вами отмечали. И после этого закрепления у нас, конечно же, начнут потихоньку раскачивать альткоины. Но потом, по всей видимости, DXY начнет у нас потихоньку расти, и это будет начало медвежьего цикла. По временному интервалу у нас еще запас есть. Запас есть, пик бычьего рынка. Stock2Flow нам показывает то, что он будет где-то в середине августа. Надеемся, что с вот этим вот еще может быть небольшим движением биткоина у нас будет движение альткоинов. Что у нас по доминации битка? По доминации биткоина мы видим то, что на данный момент может быть такое, что здесь будет формировать разворотное движение. Это одна единственная надежда у нас осталась на альт-сезон, потому как без разворота доминации биткоина у нас не будет никакого альт-сезона. Все триггеры уже на рынке отыграли, и осталось только одно – падение доминации биткоина. Но если мы посмотрим невооруженным глазом, видно то, что здесь у нас формируется такой вот паттерн Адам и Ева. Мало ли, может быть такое, что здесь будет первый раз в истории крипторынка, что будет слом доминации биткоина, и она начнет расти выше, где-то в диапазон 75-80%, то тогда в этом случае у нас, конечно же, альткоины все будут оторваны от самого битка, будет полная раскорреляция на рынке. В дальнейшем будет только существовать биткоин, а альткоины просто-напросто соскамлятся. Но надеемся, что у нас цикличность повторится и мы с вами увидим тот самый альт-сезон, который мы с вами ждем. Что касательно самых шаблонов, ну, если мы посмотрим, допустим, до самого разворота, у нас прошло от самого днища до разворота прошло 35 месяцев. 35 месяцев и был разворот доминации биткоина. Давайте посмотрим, что у нас в этом цикле. Вот у нас днище. И здесь мы видим то, что у нас прошло уже 33 месяца. Здесь у нас прошло 35 месяцев, здесь прошло 33 месяца. Может быть такое, что здесь уже будет формироваться та самая вершина по доминации битка. Вот мы видим на данный момент, что мы видим? Мы видим то, что у нас завершается июнь месяц зеленым. И посмотрим, как у нас начнется июль месяц. Будет ли здесь у нас зеленый июль, или он уже начнется красным. И мы уже все-таки с вами увидим ту же самую разворотную формацию по доминации битка. Вот, в принципе, вот так вот. На фоне этих новостей мы видим то, что золото у нас никак не отыграло. Золото у нас, наоборот, начало здесь корректироваться. И может быть такое, что золото уже здесь тоже сформировало свой пик. В дальнейшем по золоту можно предположить, что будет здесь у нас медвежка. Потому как золото уже длительный период времени показывает рост. И если будет медвежка по золоту, то тут у нас в принципе по золоту падение на 25-30%. Мы сможем с вами увидеть золото где-то в диапазоне там, ну, 2600-2700 долларов за унцию. Я думаю, что золото уже все-таки здесь у нас полностью заканчивает свою бычью формацию. Мы видим здесь сильнейшие фитили на месячном. Золото потихоньку начинает распределять. Что касательно самого биткоина, давайте мы посмотрим биток.
у нас на данный момент остается актуальный вот этот вот бычий треугольник. Мы на данный момент, несмотря на то, что у нас здесь произошел слив, все равно остаемся в рамках этого треугольника. Вроде бы как здесь начали формировать крест смерти, но на золоте был быстрый откуп, и буквально 20-ю скользяшку быструю развернули. Посмотрим с вами, понаблюдаем. Давайте подключим еще индикаторы, посмотрим, что они нам говорят. По индикаторам на дневке мы видим то, что есть сигнал на покупку. Что у нас на недельке? Давайте мы посмотрим, что у нас на недельке. На недельке у нас нету никаких сигналов на продажу. Был один единственный сигнал на покупку. Это было у нас еще 21 апреля. И в принципе все. На недельке у нас нету никаких сигналов. Здесь у нас в декабре был сигнал на продажу. На недельке у нас сигнал на покупку. И больше никаких сигналов нет. Что у нас на месяце? На месяце у нас был сигнал на покупку. И на продажу пока сигналов никаких не было. Ну, особо доверять, конечно, индикаторам не стоит. Если посмотреть глобально, то биткоин уже длительный период времени находится в бычьей фазе. И здесь у нас буквально 943 дня. Запас времени, я думаю, что еще остается приблизительно около 100 дней для того, чтобы биткоин сформировал вершину, выбил всех шортистов, которые налипли на биток. А шортить его, конечно же, будут знатно. У нас бычка здесь сильнейшая. Осталось сформировать вершину, выбить всех шортистов. Ну и, конечно же, в этот момент нам нужно устроить альт-сезон. Будет ли он, конечно же, этот альт-сезон, мы не знаем, но будем на это надеяться. Итак, что у нас по лонгам? Биток относительно доллара. Лонги потихоньку начинают набирать. На дневке мы видим то, что здесь есть небольшой набор лонгов. Буквально здесь у нас получается сколько? 2500 битков было набрано за эту недельку. Небольшие, конечно же, здесь лонги. Но если мы посмотрим глобально, то в принципе у нас еще есть запас набранных лонгов. Вплоть даже если мы будем еще и закрывать эти лонги, то у нас здесь есть еще хороший запас движения. Примерно 27-30%. Потому как у нас лонги находятся в таком вот восходящем канале. И мы можем прийти к завершению бычки до полных закрытий лонгов. Но это у нас где-то примерно будет 32 тысячи биткоинов. Что у нас по эфиру относительно битка лонги? Стоим на месте, ничего у нас здесь не происходит. Похожая ситуация, как у нас было буквально от декабря 24 год по январь 25 года. Если у нас здесь будут набираться лонги эфира относительно битка, то мы с вами сможем увидеть еще движение. Движение на эфириуме и, конечно же, на альткоинах. Лонги эфира относительно доллара на данный момент потихоньку начинают прикрывать. Буквально с 14 июня лонги эфира относительно бакса потихоньку прикрыли. В принципе, вот так вот. Но глобально у нас видно то, что здесь, в принципе, лонги еще запас, конечно же, лонгов есть. И тут, если полностью они их будут закрывать, то движение, ну, хотя бы как минимум на 40% вниз могут сделать. В принципе, вот так вот. Есть небольшой запас лонгов у нас, как на эфире относительно доллара. Так же само у нас биток относительно доллара тоже есть запас лонгов. Но только вот здесь вот лонги у нас относительно битка полностью закрыты. Но тут у нас еще есть, присутствует такая вот трендовая линия черная. Может быть такое, что мы для полного закрытия лонгов можем еще сделать движение, ну, буквально на 27% вниз. В принципе, вот так вот. Ситуация сложная у нас на рынке. Ситуация сложная. Биток не может пробить вершину 112 тысяч долларов. Ну, есть, конечно же, у нас сигнал хэш-риббонс на биткоине. Давайте-ка мы ее тоже посмотрим, что он там показывает. Итак, хэш-риббонс у нас. На данный момент у нас был сигнал в марте и был в мае. В мае, в принципе, мы еще данный сигнал не отыграли. И интересное здесь наблюдение, я с вами с ним делился, то, что хэш-риббонс никогда не показывал сигнал, когда мы погружались на медвежку. Может быть такое, что все-таки по биткоину у нас еще здесь не поставлена вершина.
и движение в диапазон примерно 150 тысяч долларов у нас еще произойдет. Будем, в принципе, на это надеяться, потому как говорится, надежда умирает последней. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем пока, до связи и мирного неба.